Всем привет! Сегодня поговорим про загадочный ящик Дибука. Постараемся раскрыть все по хронологии и максимально подробно. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Ящик Дибука – это винный шкафчик, который когда-то был выставлен на аукцион, а точнее в 2003 году. До этого времени он успел побывать у различных людей и принести немало бед в их жизни. Дибук – это злой дух в ашкеназском и еврейском фольклоре, являющийся душой умершего злого человека. Душа Дибук не может расстаться с земным существованием из-за своих преступлений и ищет живой организм, в который может вселиться. В сентябре 2001 года происходили продажи имущества в Портленде, штат Орегон. Это был так называемый фри-маркет, свободный магазин для всех желающих, где избавляются от разного вида ненужного имущества, одежды, мебели и тому подобное. Выставленное продажное имущество было взято у пожилой женщины, которая умерла на 103-м году жизни. Внучка этой женщины рассказала о том, что ее бабушка родилась в Польше, где она выросла, женилась и создала семью, и жила там до этого времени, пока ее семью не отправили в нацистский концлагерь во время Второй мировой войны. Она была единственным членом семьи, выжившим в лагере. Ее родители, братья, сестры, муж, 2 сына и дочь были убиты. Она не только выжила в лагере, но и смогла сбежать с него с несколькими заключенными и каким-то образом добралась до Испании, где прожила там до конца войны. А уже в Испании она приобрела винный шкафчик. Спустя некоторое время она эмигрировала в США, и этот шкафчик был одним из 3 предметов, которые она привезла в Америку. Остальные 2 предмета – это труба парохода и швейная машинка. Кевин Манис был писателем и специалистом в области средств массовой информации. Также владел и управлял небольшой мастерской по ремонту антиквариата и мебели в Портленде, штат Орегон. На распродаже имущества в 2001 году он купил этот самый винный шкафчик, швейную машинку и некоторую мебель. Сразу после продажи к нему подошла внучка покойной женщины и сказала: «Я вижу, что вы получили ящик Дибук». Он спросил ее, что ящик из себя представляет, и она ответила, что ее бабушка всегда держала этот винный шкафчик в отдельной комнате для шитья. Та комната всегда была закрыта и располагалась в отдельном недоступном месте. Бабушка всегда называла эту шкатулку «ящик Дибук». Когда внучка спрашивала бабушку, что внутри шкатулки, она сплевывала 3 раза через плечо и говорила «Дибук». Бабушка запрещала когда-либо открывать винный шкафчик. Говорила, что он должен быть всегда закрыт. Еще тогда Кевин владел небольшим бизнесом по реставрации и покраске мебели. Он принес шкафчик в свой магазин и положил его в подвальной мастерской, где намеревался до блеска отполировать и покрыть лаком. Помимо этого он не планировал ничего с ним делать. Открыв свой магазин, счастливый владелец пошел по своим делам, оставив в магазине молодую женщину, которая занималась продажами для него. Спустя полчаса был получен звонок на мобильный телефон от продавца. Она была в полнейшей истерике и крикливо сказала, что кто-то в моей рабочей мастерской бил стекла и ругался. Помимо этого, преступник закрыл каким-то образом железные ворота безопасности и дверь аварийного выхода, вследствие чего она оказалась заперта со всех сторон и не могла выйти. Кевин успел сказать ей позвонить в полицию, после чего батарея сотового телефона разрядилась. Со скоростью 100 миль в час он погнал назад в магазин. Когда приехал, обнаружил, что ворота заперты. Зайдя в магазин, он увидел свою работницу, которая истерично плакала в углу. Побежав в подвал, он почувствовал невыносимую вонь кошачьей мочи. При том, что в магазине никогда не было никаких животных. Свет не работал. Осмотревшись вокруг, ему стало понятно, откуда были звуки бьющегося о стекла. Это разбитые лампочки. Однако не было обнаружено ни одного незваного гостя. Это выглядело очень странным, потому что в подвале есть только один вход сверху по лестнице вниз. Девушка, которая работала у Кевина, с того момента больше никогда не приходила в магазин, даже учитывая то, что она проработала с ним целых 2 года. Она отказывается обсуждать этот инцидент и по сей день. Через 2 недели Кевин отреставрировал винный ящик.
Тот оказался не простым, а с механизмом. Стоило открыть одну дверцу, как вторая открывалась сама, и выдвигался ящичек. Внутри лежали две монеты 1925 и 1928 года выпуска. Два локона, перетянутые резинкой. Маленькая статуэтка из гранита с высеченным на иврите словом «шалом», засохший бутон розы и старинный чугунный подсвечник на ножках в виде щупалец осьминога. Еще Кевин заметил надпись на иврите на задней стенке. Придя к своей маме, он вручил только что отреставрированный подарок, и он ей понравился, но счастье было недолгим. Пока она с улыбкой разглядывала ящик, Кевин отошел, а когда через 5 минут вернулся, увидел, что маме стало плохо. Женщина в возрасте сидела не то чтобы с грустным лицом, по ее лицу стекали слезы. Позже врач сообщит о том, что у нее произошли проблемы со здоровьем, из-за чего она частично была парализована и возможность говорить пропала. Далее ей приходилось вести диалог исключительно при помощи бумажки и ручки. Спустя время она написала на бумаге «Не надо подарка». Кевин подумал, что она просто забыла, что винный ящик — это и есть подарок, и он напомнил ей об этом, но в ответ получил слово «ненависть». Был сделан однозначный вывод – подарок не понравился, и он решил передарить его своей сестре, которая в свою очередь вернула его назад спустя 7 дней. У нее не получалось закрыть дверцы ящика. Далее подарок перекочевал к брату, и там он продержался еще меньше. Спустя 3 дня он был возвращен. Брату Кевина, казалось, из ящика доносится запах жасмина, а его жена чувствовала запах кошачьей мочи. Затем подарок был вручен подруге, которая пробыла с ним 2 дня и попросила забрать этот презент назад. Принимать данный подарок судьбы не хотел никто. Появилась идея продать ящик, чтобы однозначно избавиться от него. Кевин решил продать его супружеской паре, но не прошло и 3 дней, как ящик был обнаружен под дверью с запиской «В ящике скрывается злая темнота». Покупатели даже не взяли свои деньги назад, а Кевин в свою очередь занес ящик к себе домой. Возвращение Дибука было неизбежным. Первая ночь оказалась кошмарной в прямом смысле этого слова, и впоследствии ему снился один и тот же ужасный сон каждый день. Суть которого была в том, что во сне он идет по улице с кем-то близким из друзей, смотрит спутнику в глаза и понимает, что с приятелем что-то не так. В этот момент друг превращается в страшную ведьму, которая тут же набрасывается на него с кулаками. Просыпаясь в холодном поту, Кевин с ужасом обнаруживал на теле синяки. Как-то раз к хозяину ящика наведались все его близкие. Переночевав в этом доме за завтраком, сестра пожаловалась на то, что ей приснился страшный сон, и пересказала тот самый кошмар, который каждый день снится Кевину. Удивление за столом было невероятным. Уже здесь самому Кевину Манису стало не по себе. В голове промелькнула мысль о том, что виновник всего этого – ящик, и уверенность в этом выросла на все 100%. Прошла еще неделя, и с Кевином начали происходить странные вещи. Ему казалось, что боковым зрением он видит тени, будто кто-то проходит прямо рядом с ним. Подобные тени замечали и те, кто находился в доме. Стало понятно, что данному ящику не место в доме, и его переместили в сарай. Ночью Кевина разбудила противопожарная тревога, но никакого дыма или огня не было. Однако запах кошачьей мочи доносился за километр, и ящик снова был притащен в дом. В 4:30 ночи Кевин проснулся от уже знакомого кошмара. По квартире разносился запах жасмина, и ему показалось, что какая-то огромная тень убегает по коридору. Его посетили мысли о том, что нужно сжечь ящик, и он настроился на это, но уже утром передумал, побоявшись, что злой дух, который сидит в ящике, выйдет и будет жить в доме до конца дней Маниса. Терпение оказалось не железным, и оно лопнуло. Он решил продать его 20-летнему молодому парню, у которого впоследствии от такой покупки начали выпадать волосы на голове, а в комнате вновь появились странные запахи. Спустя время у него пропало зрение, ведь перед глазами постоянно стояли огромные темные пятна. История Дибука стала разрастаться с невероятной скоростью благодаря различным форумам и блогам. Далее ящиком владел Джейсон Хэкстон. Он был куратором музея остеопатической медицины в Кирксвилле, штат Миссури. Хэкстон приобрел коробку для дальнейшего исследования, но спустя время у него начались проблемы со здоровьем. Кашель, насморк
и общее недомогание, которое буквально валило Джейсона с ног. Здоровье жены Хэкстона тоже пострадало, возникли определенные проблемы, появились волдыри и язвы. Он стал задумываться о том, как же загнать Дибука обратно в коробку и заточить навсегда. В этом деле ему помогали знающие люди, которые отличались нестандартным мышлением. И ходят слухи о том, что заточить злой дух обратно все-таки удалось. Все это позже натолкнет Джейсона на написание книги «Коробка Дибука», где подробно распишет свой опыт владения ящиком, а спустя время эта книга послужит вдохновлением для создания фильма 2012 года «Одержимость». Существует такой миф о том, что история могла быть придумана самим Кевином Манисом. Говорят о том, что однажды кто-то подслушал то, что Кевин хвастался придуманной историей, и это вдохновило Джейсона на то, чтобы попытаться разобраться с этим более подробно. Он переговорил с младшим братом Кевина, спросив, так ли это было, выложив всю информацию, которая ему доступна. Но в ответ его брат посмеялся, сказав, что такого совсем не было. Вне зависимости от расследований, которые были проведены, можно предполагать, что ящик Дибука – это вымысел, либо чистая правда. Но то, что данная реликвия продолжает очаровывать людей, это факт. История ящика завершилась тем, что благодаря многим спиритическим сеансам злой дух был заточен обратно в ящик. И открывать его вновь не рекомендуется для самого же блага людей. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. И помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока.